Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре тяжелый танк, советский, да, 6 уровня, проходная прокачиваемая ветка Т-150. Вот такой вот красивый танчик. Вот, сегодня у нас полноценный гайд, обзор по этой машине, на что она способна, как играется на городских, как играется на рельефных картах. Вот, и предлагаю уже по сложившейся традиции пойти поглядеть бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, броня Т-150. Вот наш Т-150. Давайте смотреть с НЛД начнем. НЛД у нас двухсоставная, нижняя часть и верхняя. Вот, и здесь у нас вот правильно так поставим. 102 миллиметра в приведенке, 105 в нижней, она под большим углом. Вот как для НЛД тяжелых танков 6-го левела, в принципе, неплохая броня. Центральная часть еще крепче между НЛД и ВЛД, 135, верхняя вот эта полоска вообще там сумасшедшие 228 приведенной брони. ВЛД в приведенке 148, что в принципе тоже так сойдет. Подбашенная рубка сотка, и это самая слабая часть этого танка. Достаточно большая, убивать этот танк в это место легко. Вот, маска орудия башни. У нас маска закругленная, поэтому справа и слева от пушки это тоже уязвимые места. Да, здесь 100 мм. Ниже маска доходит до 250, выше то же самое. Есть еще боковая часть маски. Здесь 100, 127, аналогично. Щеки здесь достаточно крепкие, приведенной брони 200. Есть вот такой огромный люк наверху. По центру 75, по краям 85. Боковая броня 90. И как для, конечно же, 6-го уровня, это танк просто чемпион на 6-м уровне по танкованию. Рикошет, ну и сами видите, какая приведенная броня. Да, не каждая восьмерка, да, похвастается такой боковой броней. Вот. Еще раз, от борта танкует офигенно, по корпусу проблемы. Ну, НЛД такое, спорное, подбашенная рубка слабая, огромный люк наверху, вот, по бокам орудия и вот эти вот две щечки вокруг маски. И внизу, конечно же, забыл сказать, дыра тоже у нас присутствует, 100 мм. То есть мест ослабленных этого танка очень много. Вот. Так, давайте смотреть основные модули. Идем к исследованию. Вот. Так, давайте смотреть основные модули. Идем к исследованию. Нас интересует, конечно же, вот эта топовая пушка. Вы начинаете играть на 5-м левеле с бронепробитием 86-102, и это, конечно, боль. Поэтому нужно запастись, желательно переходя на эту машину, свободным опытом, чтобы как можно быстрее поставить топовую пушку 7-го уровня. Башня нам дает преимущество в чем? 100-175, здесь 90-90, то есть брони прибавляет, это очень важно. Скорость поворота 24-30 обзор. Вот, и обзора 10 метров. Ну, обзор немного дает, а вот брони прилипает нормально. Здесь у нас еще есть вот такие ответвления. Это фугасница. Вот, это скорострельная пушка с малой альфой. Но пробитие тоже слабовато. Все-таки нужно идти через вот эту пушку, через топовую башню на топовую пушечку. Здесь приятная альфа. И хорошее бронепробитие как на основном снаряде, так и на голдовом. Вот, заряжается у нас пушка, правда, 10 секунд. Вот, 0,45 точность, не самая точная. Время сведения здесь самый жесткий параметр, к которому нужно привыкать. То есть к этой пушке все равно нужно привыкать. Сводится она очень долго. Топовую рацию я всегда рекомендую качать. Это помогает вам больше наносить урона по засвету ваших союзников, либо вы будете светить, передавать вашим союзникам. Поэтому все-таки рекомендую. Вот, топовый двигатель, тут даже говорить нечего. 500 лошадей, здесь у нас аж целых 700 лошадей. Танк тяжелый,
с плохой подвижностью топовый двигатель однозначно нужен. Ну и топовую ходовую, это тоже не обсуждается. По оборудованию. Здесь есть несколько вариантов сборок. Я предлагаю вам поставить улучшенную закалку, досал и приводы. Почему? Потому что даже с приводами у нас время сведения 3.1. Но у меня штраф 0.26. Так бы было бы. Сколько там получается? 2, ну, примерно 2,8 секунды, что уже неплохо. У меня штраф за то, что экипаж не переобучен на эту машину. Я буду обзор снимать, катать с таким экипажем. Зачем мне с танка 705А переобучать экипаж для обзора на эту фигню? Я голду на это не трачу. Вот. По поводу сборок. Сюда еще может зайти оборудование такое, как улучшенный механизм поворота, чтобы танк лучше ворочался. Сюда может вполне себе нормально, комфортно сесть вентилятор. Сюда может даже сесть улучшенный прицел. Вполне себе. Ну и, конечно же, турбина. Вот. А здесь вообще вся пляска идет. Тяжелый танк вокруг досылателя. Однозначно он всегда должен в сборке присутствовать. А вот вместо закалки можете поставить турбину. Можете поставить вентиль, а вместо приводов можете поставить УМП, либо даже улучшенный прицел. Но, наверное, это все-таки в меньшей степени. Здесь больше заходит вентиль, УМП и турбина. Это можете поиграться, попробовать. По снарядам. У нас основной снаряд это бронебойный. Вот 830 скорость полета. Конечно, не самая лучшая. Голда здесь уже получше летит. Подкол 1038. Вот. По снаряжению. Стандартный комплект. Репка, аптечка. Автоматический огнетушитель. Однозначно его ставьте. Не так часто вас поджигает. А вот затушить пожар машина автоматический огнетушитель сможет, наверное, даже быстрее, чем вы. Вот. Я себе поставил доп. Паёк. Потому что экипаж-то надо как чем-то перекрывать. Вот. И доп. Паёчек поставил. По УВН здесь минус 7. И это плохо. Безусловно, минимально комфортный, конечно, угол наклона орудия, но все равно очень мало. Но это совок, что мы от этого хотим. По ХП у нас 1090, почти 1100 ХП. Это, ну, нормально, ни много ни мало. По мобильности мы без турбины. У нас 35 вперед, 11 назад, почти 13 лошадей на тонну. Очень медленный все равно танк, как по мне. Вот, по незамесу даже смотреть нечего, тут не на что смотреть. 329 метров у нас обзора и 24 штраф. Так бы был там 353 метра. Вот, давайте по плюсам и минусам танк. Танк очень высокий, танк очень длинный. В целом он очень большой. И в большинстве кустов, там где иногда можно подспрятаться, хотя мы тяжелый танк, а нам прятаться танк прорыва, штурмовой его даже написала картошка. Но все равно бывает ситуация, когда нужно отсидеться, и из-за своих габаритов вы будете светиться. Это минус. Подвижность танка тоже самое минус. Танк медленный и, как по мне, ну, не хватает мне подвижности на этой машине. Скажете, поставь турбину. Ставил. Все равно не хватает. Вот, все равно не хватает. Это тоже минус. По броне здесь как бы и плюс, и минус. Однозначный плюс — это танкование от борта. По броне на башне у нас очень много огрехов. Справа-слева ствола под маской. Сам люк. НЛД такое спорное. И вот подбашенная рубка, в целом она вся дырявая. Очень мало брони. То есть тут такой... Но зато от борта. Плюс и минус поставим, да? Да, давайте. По обзору танк слепой однозначный минус, но это и тяж. Тут априори этот параметр оценивать. Вот. Ну и в целом по пушке, в принципе, хорошее пробитие и как для 6-го левела достаточно комфортная альфа. Здесь все нормально. Но время сведения долго и отсутствие УН очень часто мешает играть на каких-то холмистых рельефных картах. УН-7 это, конечно, маловато. Но опять же, это совок. Ладно, это все полемика. Предлагаю отправляться уже в бой, пощупать, подергать за рычаги. Посмотрим, на что этот танк способен в современном рендоме. Погнали! Так, Песчаная река. У нас обзор боем Т-150 СР, тяжелый танк
проходная прокачиваемая ветка. Вот, обзор боем, какой красавец стиль. Звезды. Да. Топовая пушка. Попали мы к 6-м левелам. Честный бой, да, честный. Есть одна артуля у них. Черчилль, Павлак, танк. Сколько всего интересного. Силу надо свою показать, типа, надо показать, кто здесь хозяин-то, ё. А мы торопиться не будем. Будем настрел делать, да. Сашка, Шкода поперла. Немножко неправильно сломал. Но все равно нормально. Так. Т-34 по центру полетел. Там нет никого. Стоять тут бессмысленно. Видите? Поедем Шкоде помогать. Поджимаем. Делаем потный поджим. Своим посигнализируем, чтобы помогали. Особливо далеко не стояли. На. Пушка не гнется, мать твою. бьет так, человек на 5 метров отлетает. Я после 4 бутылок вина тоже бегу плевать. Вот так, а пусть от ниже плинтусы. Ты гля, гаденыш. Посмотри, как я. Крути динамо, понял? Что ты делаешь? Мы светим, мы стреляем. Что мы делаем?
Все. Этот магазин охраняют. Нормально. Опа. И это все лючок, господа. Да, ну тут победа. Победа. Карты, конечно, не для этого танка, потому что это у нас рельефная карта, где нужны УВН. И тяжелому танку без УВН, даже с одной артой играть, конечно, здесь тяжело. Но мы что-то там успели накакать. 1200 урона, 300 на света. Итого у нас 1500 суммы. Маловато, конечно, да. Как есть. Давайте досмотрим этот бой. Шикарный. Условно шикарный. Так. И это у нас была обычная пушка. Никакая там не стоковая. Топовая обычная пушечка. Т-150. Не, на самом деле можно на нем играть. Этот лючок на башне мешается. И отсутствие УВН, конечно, сказывается. Вот на подобных картах. Давайте. Я думаю, Type 64 первый. Вот. Сейчас все найдет. Все найдет, всех убьет. Черчилль 7 погибнет. Ладно. Просто бедного пенетрирует. Все. Победа. Заняли мы в топ-5, зашли по урону. Задачу выполнили. Вот, фланг продавили по сути. Поставили противника не в удобную ситуацию. Но была бы городская карта на этом танке, конечно же, мы больше бы сделали. Но вы сами видели, сколько раз у меня пушка просто не опускалась на врага. Вот, заняли, кстати, по урону даже почетное 3-е место. Как это не смешно. Ну что можно сказать за данную машину? В принципе, играбельно. Играбельно, если вы играете против 6-х уровней. Когда вы попадаете на этой машине против 7-х, она уже, конечно, не так себя комфортно чувствует. Ну а про 8-ок тут даже и говорить нечего. Ни бронепробития не хватит, ни брони отбивать снаряды врагов. В целом танк неплохой, но только для игры на 6-х. А если повезет против 5-х левелов, вообще кайф. Вот, ребят, пишите свои комментарии, как вам Т-150. Вот, если у нас в ангаре, какой вы ставите на него оборудование, да. Но, конечно, мне, здесь и вентилятор бы хотелось бы поставить, и УМП. Все хочется, а слотов всего лишь 3. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайкос. До скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.